Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие не в джунгли, а в густые леса, где живет один из самых сильных и интересных зверей – бурый медведь. Представьте, что мы идем по тропинке, вокруг высокие деревья, пахнет хвоей, и вдруг мы видим следы огромных лап. Это следы бурого медведя, настоящего хозяина леса. Кто такой бурый медведь? Бурый медведь – это большой, сильный и очень умный зверь. Он может быть ростом с двух взрослых людей, если встанет на задние лапы. Его шерсть густая и теплая, а лапы мощные, с большими когтями. Но не бойтесь, несмотря на свою мощь, медведи вовсе не злые и не страшные. На самом деле они любят тишину и одиночество. Медведи обычно не нападают на людей, если их не злить. Они больше любят есть ягоды, рыбу и мед. Вспомните Винни-Пуха. Он может часами искать дупло с пчелами и даже залезть на высокое дерево, чтобы полакомиться сладостью. Конечно, пчелы жалят, но густая шерсть защищает медведя, и он терпеливо ест лакомство, облизывая свои большие лапы. Бурый медведь – большой гурман. Он обожает ягоды, орехи, коренья и, конечно, рыбу. Особенно он любит лосося. Медведь может часами стоять у реки и ловить рыбу лапами. Это как игра в «поймай рыбку». Осенью медведи так много едят, что становятся круглыми, как пушистые бочонки. Но зачем? Все просто, они готовятся к зиме. Зимой, когда на улице холодно и мало еды, медведь устраивает себе отпуск. Он находит уютную берлогу, это такой медвежий домик, и спит там несколько месяцев. Представьте, как здорово проспать всю зиму. Это называется зимняя спячка. А когда наступает теплое время года, они просыпаются голодными и сразу отправляются на поиски еды. Медведи – большие умники. Они запоминают, где нашли еду, и даже могут использовать палки или камни, чтобы достать что-то вкусненькое. А еще они очень осторожные и стараются избегать опасностей. Многие думают, что медведи серьезные и грозные, но на самом деле они обожают играть. Маленькие медвежата устраивают веселые бега, борются друг с другом и даже кувыркаются в траве. А еще у медведей бывают смешные привычки. Например, они могут чесаться о деревья, забавно пританцовывая. Медведи могут ходить сотни километров, чтобы найти лучшее место для еды и сна. Они отлично плавают и даже могут быстро бегать, быстрее, чем человек. Поэтому, если ты вдруг встретишь медведя в лесу, не пытайся убежать. Лучше спокойно отойти в сторону и дать ему пройти. В русских сказках медведь часто бывает добрым, но немного неуклюжим. Помните, как в сказке «Теремок» медведь случайно раздавил домик? А еще его называют косолапым, потому что он ходит, переваливаясь с лапы на лапу. В старину люди думали, что медведь может понимать человеческую речь. Поэтому они боялись называть его по имени и говорили «хозяин леса». Давным-давно люди верили, что медведи – это волшебные существа. В некоторых странах рассказывали сказку о том, что когда-то медведи были людьми, но однажды решили навсегда уйти в лес и стать его защитниками. А у народов Севера есть древняя легенда. Если ты встретишь медведя, и он посмотрит тебе прямо в глаза, значит, он проверяет твое сердце. Если ты добрый, он просто уйдет, а если злой, лучше беги. Сейчас бурые медведи живут в лесах России, Канады, США и других стран. Но их становится меньше, потому что люди вырубают леса и охотятся на них. Чтобы защитить медведей, создают заповедники и национальные парки, где они могут жить спокойно. Давай дружить с медведями. Медведи – это не страшные звери, а важная часть природы. Они помогают лесу оставаться здоровым, разносят семена, рыхлят землю и даже удобряют ее.
Если мы будем беречь природу, то медведи всегда будут жить рядом с нами, и мы сможем любоваться их силой и красотой. Вот такой он, бурый медведь. Добрый, сильный, немного ленивый, но очень умный. Теперь ты знаешь, почему его называют хозяином леса.